Всем здравствуйте! Штатная катушка для MANLAB Xterra 7,5 Гц, 10 дюймов. Является штатной катушкой. Практически приобретая металлодетектор с этой катушкой, вам больше другие катушки не понадобятся, потому что именно этой катушкой вы сможете поднимать 80% всех целей в грунте. Недостатки. Сразу начну с недостатков. Первое. Она водопроницаемая. Под водой с ней ходить нельзя. Второе. Если вы цель видите здесь, не факт, что здесь окажется именно эта катушка. Она может оказаться рядом, даже рядом с катушкой. То есть это ее недостаток. Второй. Далее. Преимуществом является ее диаметр. Если мы, положим, сравним с другой штатной катушкой 9 дюймов, и, как видите, она больше. То есть скорость прохождения ее выше. Далее. Сейчас я вам расскажу про несколько приемов, которые используют продавцы. Также в интернете очень много есть сообщений, не знаю почему, откуда они взялись, что эта катушка видит лучом каким-то определенным. Да, у него две обмотки. Одна обмотка излучает сигнал, другая принимает. Как вот сходятся они в одном месте, в этом узком месте. Не факт, что видит именно этим срезом, именно этим местом. ДД-катушка видит цели и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Сейчас я вам это докажу. Но покажу я вам это на другой катушке. В комплект металлодетекторов Xterra можно приобретать 15-дюймовую катушку HLTech. Вот на ее примере, она такая же ДД-катушка, я вам покажу, что металлодетектор видит всем своим кругом, а не только узкой частью. Как вы видите, не проводя через середину, металлодетектор цель видит. Прекрасно. То есть он видит ее где угодно. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Очень многие продавцы стараются навязать ДД-катушки тем, у кого уже есть монокатушки 9 дюймов. Я вам сразу хочу сказать, эти катушки практически одинаковые. Только у этой диаметр больше, преимущество, но эту катушкой можно работать под водой. Практически, если у вас есть монокатушка 9 дюймов, вы можете не приобретать ДД-катушку 10 дюймов. Вы можете сразу вот к этой катушке приобретать катушку большего диаметра 15 дюймов. Потому что, еще раз повторюсь, эти две катушки практически одинаковые по своим свойствам. Но если вы приобрели металлодетектор с этой катушкой, вы практически одной катушкой заменяете две. И 15 дюймов, и 9 дюймов. Как это не парадоксально. Преимущество у 15-дюймовой катушки не сколько в глубине, сколько в скорости прохода. Но опять же, именно с катушкой 10 дюймов вы можете ходить спокойно по лесу. С катушкой большого диаметра по лесу ходить проблематично. Ухабы, ветки, трава, кустарники. Эта катушка является универсальной. Так, если я уже заговорил о катушке 9 дюймов, сразу хочу сказать, катушка, все думают, что, не знаю откуда взялось это убеждение, что он видит каким-то конусом. Вот таким. Сразу хочу сказать, эта катушка видит всем столбом. И очень на хорошую глубину. Конуса никакого у него нет. Это в дополнение. Итак, когда вы одеваете катушку, в принципе, катушка небольшая. Можем, если сравнивать ее с 15 дюймами, она будет легче и проще. Всегда делайте зазор. Поставьте ее под 90 градусов. Вот таким вот образом. Берете кусок изоленты. Практически один рулон изоленты уходит на 3 месяца маленький. Вот таким вот образом берете кусок изоленты и фиксируете. Все. Этого практически будет достаточно, чтобы кабель ваш не двигался. Все, теперь вы можете вот таким вот образом работать. Она будет у вас двигаться, сгибаться, и практически кабель у вас не оборвется. То есть берегите кабель.
Далее, если остались у вас заводские крепления, их тоже используйте. Практически крепления очень удобны, их практически можно купить в любом магазине. Все, наматываем таким вот образом и фиксируем. И всегда фиксируйте желательно крайнюю точку, когда вы уже выходите в блок управления. Крайнюю вы тоже точку фиксируете. Таким вот образом получаете жесткую конструкцию. Зафиксировали здесь и зафиксировали здесь. Это убережет вас от больших неприятностей. И подсоединяйте к блоку питания. Все, металлодетектор к работе готов. Практически я с этой катушки начинал. Ну сколько, наверное, года 2 с ней отходил. Практически было очень много находок, практически я ей очень доволен. Менять ее и убирать ее ни в коем случае не собираюсь, ни продавать, и никому отдавать. Да, в арсенале, как вы заметили, у меня уже 3 катушки. 9 дюймов с частотой 18,75. Это по мелким целям, по пляжам и по каким-то местам, где надо очень точно и четко найти мелочь. И большая катушка 15 дюймов Kel-Tec. Эта катушка я взял не сколько по глубине, сколько для того, чтобы увеличить скорость прохода территории. То есть это как катушка-разведчик. В общем, с ней очень быстро ходить. Я взял только из-за диаметра, не сколько из-за глубины. Но эта катушка является, конечно, универсальной. Без нее никуда. Сейчас найду место чистое и покажу, на какую глубину видит эта катушка определенную цель. О, даже на что-то нарвался. 12, 16. Надо копать. Ну, попутно цель. Было найдено какой-то кусок кабеля даже, непонятного, или трубы. В общем, медь. Глубина штык лопаты. Штык лопаты 28-30 сантиметров. Ну, где-то сантиметров 30. Там еще в песке он немного лежало глубже. Вот практически. Да, сразу хочу сказать. Перед тем, как использовать катушку, вы должны определиться, какая глубина культурного слоя. Практически, если глубина культурного слоя составляет до 40 сантиметров, то катушка Дубль D 7,5 Гц 10-дюймовая прекрасно подходит. Практически цели до 40 сантиметров берет очень хорошо. Ну, не считая очень мелких и очень, если стоят на ребре. Но как искать монеты на ребре, я вам расскажу как-нибудь позже, в других видео. Вот все, цель найдена. Сейчас возьму монету, уложу ее на дно, на определенную глубину, и расскажу вам, как определить максимальную глубину обнаружения цели. Возьму обыкновенных 2 рубля российских, практически универсальная монета. И покажу, как определить максимальную глубину обнаружения металлоискателем. Кстати, это способ универсальный. На какой глубине ее максимально можно увидеть, не закапывая на максимальную глубину. Сейчас я вам это покажу. Итак, глубина 30 сантиметров, то есть штык лопаты. Я туда еще немного ее притопил. Ну, грубо говоря, будем считать, что 30 сантиметров. Сейчас засыплю и проверю, как оно будет ее видеть. Все уложено, как видите, вот шов, все уложил, дерн как положено. Вообще-то, конечно, идеально, если бы 2-3 дня это все постояло, улеглось, под дождь попало, да, был бы эксперимент, был бы идеальный. Ну, возьмем 5% на ошибку и посмотрим, что дальше будет. Итак, чувствительность 30. В общем, я буду снижать чувствительность до тех пор, пока катушка не перестанет видеть цель. 30. Цель видит. Возьмем сразу 27. Цель видит. Возьмем 26. Цель видит. Возьмем 24.
цель видит. Возьмем 23. Цель видит четко. Возьмем 21. О, цель уже не видна. Прибавим 22. Цель. Будем считать, что 22-23. Но я бы копал. Итак, мы брали двухрублевую монету, укладывали в грунт на глубину 30 сантиметров и определили, при какой частоте катушка у нас, ДД-катушка с частотой 7,5 Гц видит цель и при какой частоте она ее перестает видеть. Теперь что нам нужно сделать? Как определить максимальную глубину, при которой эта катушка ДД увидит данную цель? То есть мы строим график X, Y, предположим, по оси X мы выставляем глубину, по оси Y мы выставляем чувствительность. График он прямолинейный, выходит из ноля пересечения X и Y. То есть мы выставляем чувствительность, при которой наша катушка видела цель, и глубину 30 сантиметров. Все, выставляем, проводим прямую линию из ноля через эту точку и уходим, и вводим ее вправо-вверх. Потом из чувствительности в 30 единиц проводим вертикальную линию до места пересечения с графиком и горизонтально уходим на другую ось. И видим, на какой глубине он реально ее может увидеть. Метод очень простой и практически он всегда срабатывает. Это позволяет избежать каких-то более жестких исследований, каких-то многих неприятных вещей, которые потребуют много сил, времени и ресурсов. То есть можно любую монету положить на любую глубину и таким образом вычислить максимальную глубину обнаружения той или иной катушкой данной цели. Что хочу сказать еще в завершение про ДД-катушку 10,5 Гц. Практически ее используют практически все, 99%. Все, кто покупал майнлабовские металлодетекторы, металлоискатели, практически ее и используют. Катушка действительно очень универсальная и очень удобная. Как ни парадоксально, брошу камень в огород 15-дюймовой катушки. Многие цели 15-дюймовая катушка видит на той же глубине, что и ДД-катушка. Особенно касается мелких монет и каких-то целей. Практически 15-дюймовая катушка видит глубже только крупные цели, а все практически монеты видит так же, как и видит ДД-катушка 7,5 Гц. Как это не парадоксально. Но хочу еще сразу заметить, что эта катушка видит только 80% целей. Все-таки она очень глубоко не видит, хотя видит очень глубоко. Далее она не видит, повторюсь, она не видит мелкие цели, и ее нельзя вводить под водой. А так катушка действительно является универсальной. Практически приобретая металлодетектор с катушкой 10 дюймов 7,5 Гц, вы практически можете больше ничего и не приобретать. Она универсальная, она очень удобная, с ней очень легко работать. Всем спасибо. Я дошел до условного места под названием клад. Здесь зарыта, видно, советская железная кружка. Закопана она на глубину лопаты. Фискас стандартный. Вот сейчас буду проверять, как условный клад видит ДД-катушка. 7,5 Гц Xterra. Чувствительность максимальная. Видит превосходно. Убираем, берем до 25, до 24. Видит очень хорошо. Убираем до 23. Кстати, в предыдущих видео на моем канале можете посмотреть. Я также тестировал 15-дюймовую катушку и монокатушку 9 дюймов 1875 с частотой. Можете посмотреть и сравнить. Так, это у нас было 22. 22 уже еле-еле. 21. Ну, на глубине 21 уже не видит. Вот на глубине 22.
На глубине 22 ДД-катушка Xterra Mainlab 7,5 Гц видит условный клад в виде обыкновенной железной кружки времен СССР. Это очень хорошо.